Ты можешь сжечь фаера, вешать баннеры на разбомбленном стадионе в Мариуполе, а в Москве тебя на футбол не пустят. Сувора правда про російських футбольних хуліганів. Ездили на Майдан люди, которые сейчас там воюют за Россию. Люди ехали за $400 в Крым на переворот. Пацаны просто мутили темки, пытались собрать толпу и потом попробовать эту толпу монетизировать. Чому в Росії не було свого Майдану? Мы власть, никто ничего нам не сможет сделать. Но в 4 часа мы расходимся. Небольшая группа людей хотела в ночь продолжить посерьезнее, с перекрыванием улиц, с поджогами, таким европейским ходом беспорядков. Но позвонили нужным людям, сказали, что папочки на всех имеются. В 2014 году был поворотный момент, когда там на «Спартаке» Вася Киллер вывесил баннеры ДНР. Был такой нарратив, что война, она где-то идет далеко, нас это не касается. Мы воюем не за Володю, мы воюем за русскую землю. А сейчас уже товарищ главнокомандующий. Какого хера вы поперлись на эту Украину, когда внутри страны творится жопа? Тут відбувалося одне з найбільших подій в історії нашого футболу. Перемога «Динамо» над московським «Спартаком» у 2008-му. Це більше, ніж футбол. Українці проти росіян. До речі, ось тут мала відбутися величезна бійка. В той час наші фанати частенько дивилися в бік Москви, тому що там задавали тренди. Конкуренція, організація, маркетинг. Однак все змінилося з Євромайданом. І тепер вже росіяни дивилися в наш бік. Як протистояти владі, до речі, тут було дуже гаряче. Як створювати військові підрозділи, я про азовську родину. Азов, а згодом 3 ШБ і Кракен. І в Росії бачили результативність, тож вирішили теж створити аж 2 підрозділи з футбольних фанатів. Це Еспаньола та 106-й батальйон Москва. Мене звати Роман Бебех, і це відео про те, як Кремль підминав під себе трибуни. Это видео будут смотреть в России. Если вам что-то непонятно, включайте режим субтитров. Я знаю, что вот-вот и YouTube у вас уже отключат, поэтому заливаю этот материал на платформы Reddit и Discord. Линки ищите в описании к этому видео. Распространяйте этот материал для того, чтобы люди знали правду. Каждый из вас, каждый из нас может приблизить окончание режима ФСБ. В цьому відео буде 3 спікера, 2 топових футбольних хулігани і 1 людина дуже близька до тусовки. Він фактично залазив під шкіру футбольним хуліганом. Традиційно підтримуйте поширення відео підпискою та вподобайкою. Буде відверто. Один з лідерів топового російського фанатського угрупування – адміністратор телеграм-каналу «Последній Руський», де висвітлює реалії нинішнього російського навколо футболу та режиму. Його особа максимально цікава ФСБ. Но здесь нужно углубиться в истоки вообще российского околофутбола, как все зарождалось, как все начиналось, да. Если изначально это была там какая-то правая тусовка, там, ну о чем говорить, там баннер Red Blue Warriors, посмотрите, там, кто там Конф, Череп, да, и Костя. Люди из киновства вышли в футбольные хулиганы, денег нету, работы нету, страна просто в нищете, и каждый пытался урвать свой кусок. Ну, в 2004-2005 году это получилось. Нарисовались такие персонажи, как Вася Киллер, Гладиаторы, Медрюшин из Гэллен Ститс. У них появились первые контакты с аппаратом президента. И здесь они начали возить своих людей на разные темки, так называемые. Охрана организации «Наши» – это молодежное крыло «Единой России». Потом они разгромили штаб НБП «Национал-социалистическая большевистская партия». Химкинский лес история. Пошла тема заигрывания с властью, знаешь, зарабатывания вот этих копеек. Следующим шагом, когда спецслужбы обратили внимание
на фанатов являлась Манежка. Новость последнего часа. Московской милиции удалось взять под полный контроль ситуацию в центре столицы. В течение нескольких часов там продолжалось противостояние сил правопорядка и участников несанкционированной акции. Несколько тысяч человек пришли на Манежную площадь, чтобы почтить память убитого в драке болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Здесь уже спецслужбы поняли, что фанаты – это сила, что ими нужно заниматься, что недостаточно только подкидывать им какие-то темки по зарабатыванию денег, а что ими нужно уже управлять. Майдан на Украине подкрепил это мнение, что фанаты – это сила, что фанаты способны на революцию, взять власть в свои руки. И здесь уже после Манежки и Майдана фанатами начали конкретно заниматься. Работать с ними, не только крепить, как раньше, но уже и работать с ними. Ну и последний гвоздь в крышку фанатского гроба в российском околофутболе был вбит перед чемпионатом мира в 2018 году, когда переписали практически всех футбольных хулиганов активных, когда лидеров поставили на сотрудничество. Кто не захотел сотрудничать со спецслужбами, те отписались, ушли. Много таких лидеров, много таких банд, которые развалились вот в период там, с 17 по 19 год. Олександр Гомер – учасник протестів Росії і не лише. Набивав тату багатьом футбольним фанам, які приймають ключові рішення на трибунах. Можна легко зробити окреме відео про тату-майстра Гомера та його роботи. У меня есть татуировка «Джихад», и как-то ко мне в московском метро подошел имам и сказал, что мне Аллах дал сверху, что я набил себе такую татуировку. Перед втечею з РФ побував на підвалі силовиків. С российской стороны воюют абсолютно все. Левые, правые, демократы, там, откровенные нацисты, откровенные коммунисты. И они все, каждый из них находит в этой войне свою цель. То есть, там, если мы возьмем, Русич на полном серьезе пишет, что Украина – это плоть от коммунизма, и они воюют с коммунизмом. А тут же мы берем какие-нибудь там нацболов там, или вот все вот эти ДНРовские да, бригады, которые там с красными флагами победы денацифицируют, по словам президента, нацистскую Украину. То есть одни воюют с коммунистической Украиной, другие воюют с нацистской Украиной. И они уживаются. Другие воюют за Российскую империю. То есть вместо того, чтобы воевать начать самими с собой, потому что у вас абсолютно разные взгляды, они воюют против внешнего врага. И потому что это не война идеологий, это не война политики, это знаешь, как пицца ассорти. Вот он им дал ее, там, каждый кусок со своим вкусом. И каждый из этой вот... На самом деле это все из-за денег, просто бабки. І нічого, крім бабок, там нет. Є ж, напевно, люди, які реально вірять в те, що там виконують місію якусь священну там, і так далі. Ти ж багато кого знаєш, да? Там, з правих рухів, з все равно деньги. фанатів. Все равно мотивация деньги. Мы берем, там, например, какую-то там фанатскую или околоправую движуху. Тренеры, фитнес-тренеры, там, тренеры по единоборству, какие-то темщики, еще что-то, еще, ну, там, татуировщики, да, еще какие-то. То есть люди не встроенные в систему. И тут наступают вот эти события, и гаечки постепенно закручиваются. То есть там темки закрылись, тут темки закрылись. Кто-то там работал на какие-то компании ушли, да, у кого-то был бизнес по перепродаже чего-то там из Европы или еще что-то, тоже захлопнулось. Но убери вот это довольствие, которое сейчас им поставляют, да, то есть там сейчас 350 в месяц, там каких-то там 600 подъемных, миллион, да, подъемных, там, знаешь, там какие-то цифры такие баснословные, которые там в 10 раз больше зарплат, да, там годовая зарплата. И убери эту мотивацию, и никого не останется. Так как я очень давно вот в этом всем варюсь, я очень много из них знаю лично. Кого-то близко, кого-то нет. И для некоторых людей я прекрасно понимаю, что это не только деньги, это еще, знаешь, такой отличный момент показать свою лояльность, перечеркнуть ту бывшую жизнь и показать сейчас, что вот он, я с вами. Я больше не, я свой до конца дней, я лояльный насколько можно.
это идеологически настолько непоследовательно. То есть это, ну, это тезисно там рушится за первые там 2 минуты. Ну не можешь ты, ну, ты 20 лет, человек 24 года Путину власти, 15 лет, там, 10 лет ты поешь о том, что он убивает твою нацию, что он уничтожает твою Россию, а потом наступает война, она никаким образом не меняет внутреннюю политику в стране, но ты уже адски поддерживаешь власть. Все правильно делает. Ну это же чушь. Це ж просто чуш. Дивись, так склалося, що в Україні раніше дуже часто брали приклад з російських футбольних фанатів. Овкультура там завжди була прикладом для нашого двіжу. Але що сталося потім? Я не розумію, поясни мені процеси, які відбулися в плані того, що, як мені здалося, що російські фанати повністю лягли під владу, і вони, ну, сама ідея фанатів – це такий, знаєш, авангард подій проти системи. Мені здається, що ось російські фанати зараз виконують якісь такі системні задачі. Это не только проблема там футбольных фанатов, футбольного фанатского движения. Если ты посмотришь, вся история молодежной субкультуры в России 90-х, она вся одинаковая. То же самое происходило там с какими-то скинхед-бандами. Там вот чуть-чуть 13-летние подростки вместе собирались, там становилось их 50. Тут же находился какой-нибудь помощник депутата, который тянул их там на акцию за ЛДПР. То же самое, если ты посмотришь с байкерами, да, то есть во всем мире байкеры — это там однопроцентники, это криминал, это бизнес, это бордели, это наркоторговля, торговля оружием и прочее. В России ночные волки, самое крупное байкерское движение, да, это по сути путинские аниматоры. То есть байк-клуб, который устраивает праздник Победы в Севастополе. Ну это же смех. То же самое и случилось с хулиганским движением, с фанатским движением. Я думаю, что после Манежки все это началось. Які такі, знаєш, ключові моменти, те, що ти помітив, як закручувалися гайки? Да? В кінці вже це Fan-ID, тобто всі повністю мають бути, всі документи мають бути тут, так? Але це все йшло поступово. Тому що ти людина, яка була на Манежці тоді, так? Да, и, кстати, вот забавный момент, когда это началось. Да в день Манежки это и началось, потому что вот когда случился вот этот инцидент на Манежной площади, там по сути ничего такого сверхъестественного не было. То есть там была толкотня с ОМОНом, какие-то люди в масках, которые вели переговоры якобы от протестующих, как бы никто не знал, кто это, да. Но небольшая группа людей хотела в ночь продолжить. И продолжить там посерьезнее, с перекрыванием улиц, с поджогами, ну, таким европейским, знаешь, европейским ходом беспорядков. И там достаточно много кто на это откликнулся, там, из серьезных контор, из серьезных людей. Но, естественно, ничего не получилось, потому что, как было сказано, что позвонили нужным людям, сказали, что папочки на всех имеются, если не приведи Господь такое случится, на завтра вы все сядете. Ну, имеется из рулей, естественно, что там молодняка и прочее никто бы не трогал, наверное, а вот из рулей бы всех посадили. И этого не произошло. Это случилось прям в день Манежки. А дальше все это просто вот по накатанной. Потому что в целом, понимаешь, структуру там хулиганского движения, ее очень легко ей манипулировать, потому что иерархия, дисциплина, тебе по сути нужно управлять только рулем. То есть тебе не важно каждого члена фирмы там, или банды, или движухи как-то его контролировать. Нет, тебе нужно достаточно контролировать рулей и все. А рулей кого можно контролировать, запугать уголовными делами, кого можно мотивировать деньгами. И дальше я могу тебе сказать, что вот уже году в 2016, наверное, когда я там участвовал в каких-то там либеральных акциях, уже в моих оппонентах уже были ребята там из Ярославок, из провинциальных семей и так далее. И так как у нас были общие там знакомые, то есть там, ну, ціна вопросу составляла 5000 рублей. Ти приходив на якісь мітинги, умовно кажучи, проти влади, да? І з того боку бачив людей, які хотіли вас розганяти. Це були не правоохоронці, це були, типу, як у нас називають тітушки. Да. Із-за Вадима, да? Вадим Тітушка, я знаю цю історію. Вадим Тітушка, да. Тобто з того боку були футбольні хулігани, які за бабки просто підписувались на цю тему. Да, причем мои же знакомые. То есть мои же знакомые, некоторых из них я знал, поэтому я знал, сколько там это стоило. Це невеликі гроші, $100-200, да? Ну, на тот момент 5000 рублей, $150 где-то, примерно так, да. Причем, прикинь, их там из Липецкой области загрузили в автобусы и привезли, а это примерно 400 километров привезли, вот. Ну, и, соответственно, охрана Селигера, это такое молодежное движение путинское, наши,
Вот, и футбольники занимались охраной. У нас футбольні фанати Ультрас були в авангарді подій на Майдані, і те, що мені розповідали, що росіяни дуже респектували цьому, так? А самі, по суті, захищали владу за гроші, так? Да. Да, почему нет? То есть это абсолютно, ну это там где-то, не, вы, парни, конечно, молодцы, а если что-то нужно как-то двигаться, нужно что-то мутить. Це Денис на прізвисько Клей на трибунах московського «Спартака» вішав банер в підтримку протестів в Білорусі, чим привернув увагу силовиків. Фанат московського «Спартака» був в топовому угрупуванні «Школа» до 24.02.22. Один человек, который жил в Харькове, написал, что в его дом прилетела ракета. Меня это повергло прям в шок, потому что они стали угорать. Да это, наверное, ВСУшники типа ударили тебе по дому ракеты. Вирішив залишити РФ. Це вийшло зробити не без пригод. После объявления мобилизации люди из числа футбольных фанатов, с которыми я там вместе когда-то гонял на футбол, они формировали списки тех фанатов, кто именно против войны, кто проукраинской позиции. И я попал в эти списки. И когда я пытался выехать на грузинской границе, меня остановили. Долгий допрос. Меня оттуда увезли ФСБшники в подвал. Там пытались скрыть мой телефон, там били током меня. Уже зная, что у меня проукраинская позиция, именно говорили, что мы там знаем, что ты хочешь поехать воевать за ВСУ, там, почему ты хочешь убивать русских, сколько там друзей у тебя уже уехало воевать на стороні України. Тебе це дуже така поведінка здивувала? Чи, в принципі, ти очікував це? Тому що у вас, ну, от якщо подивитися на трибуну «Спартака», то якщо брати 14-й рік, то там були ситуації, коли хтось діставав якісь банери там ДНР, да, і одразу люди вривалися, і їх там били, і це взагалі не сприймалося, оцей бред, який нав'язував путінський режим. Так? Але потрошку ми побачили, що все тихіше і тихіше ці голоси були за Україну. Ну да, для меня это был шок. Это было не на «Спартаке», это было на, по-моему, матч Швеция-Россия был в 2014 году в Стокгольме. Там достали баннер ДНР, да, по-моему, либо ЛНР, что-то такое. И парни из зенитовского движа там как бы побили того человека, кто этот баннер повесил, как бы забрали его, то есть объяснили, что этого дерьма там быть не должно, в принципе. Ну и на «Спартаке» всегда понятно, что там не вешали как бы флаги Азова там или особо там флаги Украины, да, но уж открытой поддержки там ДНР, ЛНР ее точно не было. Я помню, там была ситуация, когда какие-то сербы приезжали, да, пытались вешать этот флаг ДНР, тоже там его убрали сразу. То есть, ну, я абсолютно уверен, что большая часть там активных фанатов была либо проукраинская, либо людям там было, ну, просто, знаешь, как-то все равно на эту ситуацию. Там топили за эту там ДНР, ну там вообще какие-то единицы совсем, и их не было ни слышно, ни видно. То есть я думаю, что сейчас это просто пропаганда, приспособленчество людей повлияло на то, что они это поддерживают. Ну, потому что сейчас не поддерживать это очень тяжело, у тебя могут начаться сразу проблемы, как бы, вот и все. Мені здалося, що Росія, по прикладу українського сценарію, створила ось ці підрозділи з футбольних фанатів. У нас є Кракен, у вас створили Еспаньоли, так само створили 106-й батальйон Москва. Так. Ти, напевно, знаєш якихось людей, які туди пішли? Що ними рухало? Так? Яка їхня мотивація була туди піти? Чи вони справді це підтримують? Я знаю, мой хороший товарищ, там, который был проукраинской позиции, прям, ну, реально был мой близкий очень. Мы с ним даже после начала войны там сидели в одном чате с нашим товарищем из «Динамо Киев», там вместе общались. Он говорил, что я не представляю, как можно типа поехать туда, там, стрелять в таких парней. И в итоге он просто оказался в Вагнере, там, где-то в Бахмуте, да, и сказал, что, ну, мне все равно, я поехал за деньги. Это переобувание, это самое страшное. Я могу тебе сказать, что я знаю, у меня в городе жил человек, я из Зеленограда сам, это рядом с Москвой. Там жил человек, который гонял там в 15-14 году в футболке Азова по Зеленограду. По Росії чувак ходив в футболці Азова, правда? Слушай, ну это же не было чем-то тогда, вот 14-й год, всем было пофигу.
Азов там не был еще признан террористической организацией, да, там, ну, максимум ты мог подраться, наверное, с какими-то гопами на улице из-за такой футболки, но проблемы там с полицией, там, я не знаю, что у кого-то были. Ну, может, какую-то административку могли бы дать, но и то вряд ли. Вот, и он реально ходил там в этой футболке, он, насколько я знаю, даже пытался попасть в Азов там, но у него не получилось. И в итоге сейчас он воюет за Россию, там пишет, что украинцев нет как нации, там их надо уничтожать, из них там надо все это украинское выбить и доказать им, что они русские. В російській армії є два великі підрозділи, які створені в більшості якраз футбольних фанатів. Це 106-й розвідувальний батальйон ВДВ і Еспаньола, коріння якої розпочинається взагалі там з ДНР. Чому це різні підрозділи? Чому вони не об'єдналися? Тому що там багато футбольних фанів знайомих між собою, в принципі. У этих двух подразделений разная кормушка. Если Испаньола во главе с испанцем кормится от спецслужб и выполняет чисто ФСБшный нарратив, то 106-я – это проект Малафеева, русского православного олигарха, во главе со Степаном Кривошеевым Грибом, Юнион. Малафеев в России практически полубог. Он является спонсором сепаратистов войны на Донбассе с 2014 года. Также он являлся участником аннексии Крыма, поставлял туда людей. После чего был создан телевизионный информационный канал «Царьград ТВ», где он пропагандирует русско-православные националистические настроения. Кто читал, кто видел, клоунада чистой воды. После чего была создана, наверное, в году 15-16 уже, после «Царьграда ТВ», организация «Двуглавый орел». Как они себя называют, русско-православная националистическая организация, которая хочет возобновить империализм, русский мир, русский порядок, подая его под разными соусами путинского мира. До «Двуглавого орла» была такая протоорганизация 40-40, она была не очень популярна. Туда кто-то там из футбольников делал там какие-то силовые акции по защите застройки храмов. Знаешь, там типа местные жители выступают против постройки храмов, а приезжают москвичи, заряженные от организаций местных жителей, чтобы построить храм. Богоугодное дело. Типа классика. Вот. А потом появился, «Двуглавый орел». Как говорил мой бывший тренер, эта организация нужна для объединения русских. Я у него спрашивал: Саша, а зачем объединять русских в России? Для чего? Ну вот объединимся мы. Я понимаю, там диаспора, знаешь, там русские в Америке, там русские в Германии. Люди объединяются за какое-то землячество, да, это абсолютно нормально. А русских в России для чего объединять, если не только для борьбы с властью? Вот для чего их объединять? И там что-то, объединяться надо. Перед угрозой чего нужно объединяться? Для чего нужно объединяться русским в России? Я думаю, что господин Малафеев, не будучи дураком, готовит себе свои частные армии в будущій боротьбі за власть. Є така людина, якраз з 106-го, звати його Підбуль. Так, людина в свій час теж, яка мала авторитет в фанатських колах. Що це за персона, що він себе представляє? Питбуль изначально кадровый военный, но в армии он служит давно. Он являлся лидером чертовой дюжины, воронежская банда. За ним очень много косяков. Знаешь, не секрет, что он давным-давно сотрудничает со спецслужбами. Даже сам он своим ребятам из своей банды это рассказывал, что лучше я буду сам ходить, чем ко мне будут приходить домой с обысками. Питбуль никакой управленец, у него масса сорванных тем. Можно здесь вспомнить историю, когда они забились с Легией Варшава в Калининграде. Приехали поляки, и просто мусора, ФСБшники упаковали всех. И мясо, кто приехал на драку, и поляков. Полякам потом очень было плохо. Их выдворили из России, переписали и передали своим спецслужбам. Мне один человек из чертовой дюжины, обладатель бригадной майки, рассказывал такие интересные факты о Питбуле. Приглашал людей поучаствовать смотрящими на выборах своих людей, своей конторы из чертовой дюжины. Но здесь стоит уточнить, что как бы это всем понятно, да, политическая дичь, заказуха, что они смотрят там на выборах, стоят
вкидывают эти бюллетени за Единую Россию. Но прикол в другом. Он называл людям одну сумму денег, а по факту платили другую. Он обсчитывал даже своих близких, тех, кого он называл братишками. Не сказать, что переобулись, но открыли для себя новый мир, отодвинув в сторону какие-то свої убеждения іменно язичні. Є ще один дуже колоритний персонаж – Підбуль, про якого ти теж писав, але з Еспаньоли. Людина, у якої кілька свастик набитих на тілі, да? Але в той же час він зараз виступає, я навіть не знаю, за що він виступає. Під червоним прапором, по суті, да? За ідеали 9 травня, тобто вони там вітають з 9 травня всіх, діди воювали, этот день ми приближали як могли. Видимо, у нас чиновники в Питере вообще в краях, раз продвигают узбеков в администрацию, власти и депутаты. Ну ждите, скоро пацаны с фронта вернутся, по-другому базарить будете, твари. Таких, как Питбуль, их много. Просто это верхушка айсберга. Вы видите вот этих фриков, всплывших на поверхность, которые кричат, бьют в грудь то, что они русские, националисты и прочее. Хотя они там все полностью обколоты свастиками. Как ты можешь быть русским националистом и там ходить в свастиках? Ну, это глупости, это каша в голове. Здесь два объяснения. Первое – это деньги, финансовый вопрос. За деньги готовы и мать родную продать. Не говоря там уже о свастиках, о России, о Путине. А второй момент – просто тусовка. Когда была модная фанатская тусовка, правая тусовка, они били татуировки, ходили в этих, во Фред Перри, с одежде с Вастон, той же самый Белояр, White Rex у многих майки были, ездили на турниры White Rex. А сейчас повестка сменилась, стало модно быть, так сказать, как ты выразился, красным прапорщиком, да, НКВДшником. Ну, теперь они являются такими. Завтра будет модно поддерживать Украину, они будут всячески кричать героям славу. Питбуль из Испаньолы, да, там, ну там совсем башка отбитая. Там, если бы его не было, его нужно было бы придумать, чтобы дискредитировать это движение. Есть такие люди, которые пишут, какого хера вы поперлись на эту Украину, когда внутри страны творится жопа. Кто-то сетует на чернобыльных тварей беспредельщиков, кто-то сетует на наших дырявых политиков. А в чем прикол? Вы-то там делаете? Для чего вы там нужны? И вот недавно было интервью с молодым парнем из РДК, там ему лет 19. Он на английском языке говорит лучше, чем Питбуль на русском просто. It was my first time actually going out. I'd say I did fine. I mean, I lost some friends there, and it was simultaneously the best and the worst day of my life. Это вот просто для сравнения, какие люди там русские находятся на стороне Украины и какие люди русские находятся на той стороне, вот числа там фанатов и так далее. Чи є співробітництво між російськими футбольними фанатами та нашими силовими органами? Многие российские футбольные фанаты воюют на стороне Украины. Есть те, которые помогают финансово силам обороны Украины. Есть также такие люди, которые, находясь в России, выполняют определенные действия, в том числе передают важную информацию. Любой россиянин, который не поддерживает войну, может помочь ее остановить. Если вы хотите прекратить убийство, а не безразлично наблюдать за этим со стороны или того хуже, выполнять преступные приказы, пишите в наш анонимный чат-бот. Вместе мы способны остановить кровавого диктатора. Задумайтесь над тем, что предлагает вам нынешний режим. Людям, которые способствуют остановке войны всеми доступными методами, мы предлагаем решить их социальные и материальные проблемы. Один из моих действительно близких друзей, моих близких товарищей в какой-то момент перекрылся и стал начальником разведки в Испаньоле. Он погиб в тылу, в Марике, разбились они на машине. Когда я увидел, что он в сентябре уходит на войну, для меня это был шок, потому что это парень из красно-синего движа, но около футбола ему был очень
так, знаешь, мало интересен. Он был прежде всего политический, то есть он был правых идей, последовательный антикоммунист, прям вот, который прям отрицал. И тут я вижу, что в апреле месяце 22 года я с ним разговаривал, он был абсолютно нормальный, он знал, конечно, о моих взглядах, и когда там меня отпустили мусора, он пытался мне помочь, то есть он мне позвонил, говорит, там, что случилось, чем я тебе могу помочь, если там нужны деньги или еще что-то, там, дай мне знать. И я уже уехал в Германию, и в сентябре месяце, когда началась мобилизация, бах, и он в Испаньоле. И для меня это был просто шок. Естественно, я не стал у него ничего не спрашивать, ничего, просто добавил его в черный список и вычеркнул из своей жизни. И для меня самое страшное было даже не то, что он туда поехал, а для меня самое страшное было, когда он начал пытаться идеологически это оправдать. А это прям, ну, цирк, это такая нелепость. То есть человек за полгода до этого писал мне, типа, блин, давай сделаем футболки там с БЧБ, украинским флагом и российским триколором, типа славянское триединство, там, типа, против коммунизма. Когда я увидел видео, где он говорил, что он будет отрезать уши азовцам, то есть, ну, такого лицемерия и переобувания я не мог представить. Для меня это прям личная трагедия. Явище футбольного фанатизму, як і сам футбол, виник в Англії. Саме там вперше з'явилися футбольні фірми, тобто угрупування. Вболівальники організовувалися для того, щоб ходити та шукати проблем, тобто битися з іншими фанатами. В 80-х ними серйозно зайнялися силові органи і ключові фени для того, щоб вони не могли потрапити на футбол і організовувати якісь проблеми. В день матчу вони мали ходити у поліцейський відділок, відмічатися. В Англії вважають, що з цією проблемою повністю владнали, хоча не факт. У нас же з вами немає ніяких обмежень щодо перегляду найкращої ліги в світі. Для когось це АПЛ, для інших ріднесенька УПЛ. Сезон вже стартував, і ці ліги ви можете дивитися на платформі Setanta Sports. З промокодом READY30 30% знижки на річну підписку. Виходить всього 763 гривні в рік, це 63 гривні в місяць. До того ж, сюди включено НХЛ, NBA, Бундесліга, UFC, теніс і навіть Саудівська Аравія. Цікаво, чи там є футбольні хулігани і як вони виглядають. Споживай контент відповідально, дивись спорт легально на Setanta Sports. Деталі по промокоду в описі до цього відео. Из последней темки такой глобальной, это была аннексия Крыма в 2014 году. По сути своей, это тоже была такая же темка по зарабатыванию денег. Насколько я помню, платили 300 или 400 долларов в сутки за человека. То, что он там находился, как их называли, вежливые люди, да, зеленые человечки. Очень много людей из околофутбола принимало участие в этом. Очень много людей из школы туда ездило. «Спартак Москва», Music Hall «Зенит», Санкт-Петербург. По слухам, опять же, это только по слухам, что из Питера выделили чартерный рейс самолета, чтобы отвезти фанатов в Крым на эту делюгу. И интересный факт, что после аннексии Крыма тогдашний лидер школы Кирилл Москаленко по кличке Москаль занял должность пресс-секретаря Меняйло. Это был губернатор Крыма. А чим вони там займалися? Вони були в формі, чи вони просто робили масовку, що типу ми за Росію, кримчані хочуть в Росію? Ви ж все одно між собою там спілкувалися, от просто для розуміння, чи вони блокували військові частини українські? Що вони робили? Слушай, и тем занимались. Одним людям даже дали медали за взятие Крыма. Я прям лично видел эту медаль. Там было написано «За взятие Крыма». Другие люди просто были, как вы называете, тетушками. За Россию, вкидывали бюллетени, гоняли людей, кто был против этой ерунды. Как бы занимались все грязной работой. Но, кстати, интересный факт, что у тех людей, у которых я спрашивал, которые были в форме, было ли у вас боевое оружие, они говорили, что рожки у них были пустые, патронов у них не было. Ну, очевидно, что ездили люди за деньги. Ну, просто, знаешь, как бы люди все разные, да, кто-то там
и денег, кто-то не денег, кто-то просто, грубо говоря, как какой-то там спортик, которому без разницы, куда за деньги ехать. То есть я когда вот занимался в Москве там подработками какими-то, да, там, ну, силовыми, где надо куда-то постоять, там, приехать за деньги, то есть я всегда выбирал, когда мне предлагали ехать на какие-то митинги там, где надо щемить оппозицию, типа, да, были такие случаи, там, фоткать оппозиционеров, там, сдавать их властям. Ну, я отказывался это делать. Когда там были какие-то, знаешь, я помню, были темы, там, вырубки леса, то есть, ну, там, грубо говоря, дом, там, рядом лес, жильцы против вырубки, да, там, его хотят вырубить, там, построить какую-то гостиницу и так далее. Я тоже никогда на такие темы не подписывался, то есть, но как бы для кого-то деньги не пахнуть, грубо говоря, кому-то без разницы, куда ехать. Ну, глобально тоді нічим не відрізняється від простого там ОПГ, да, яке, ну, вирішує задачі за гроші. По сути, да, то есть просто как какие-то силовые темы за деньги, а там уже каждый сам для себя выбирает, что ему приемлемо делать, а что нет. Якщо не секрет, скільки могло коштувати ось така акція, поїхати там, наприклад, вписатися за забудовників проти жильців там і так далі? Ну, приблизно. Розценки в Москві просто цікаво. Ну, там, в последнее время, там, $50-100, грубо говоря, там. Когда... В день? Да, даже может там... Слухай, ну це реально копійки, мені здається, по міркам Києва підписатися на таку фігню, типа, де тобі можуть і по голові дати, в принципі, тому що вони праві по закону, да? Ну, так вот люди хотят легких денег, быстрых, то есть вместо того, чтобы где-то работать, поехал там просто за 2 часа постоял, $100 забрал, уехал. Як взагалі в середовищі футбольних фанатів Спартака і взагалі фанатів сприймали події на Майдані і от анексія Криму? Я знаю, що багато хто з двіжів на початку було зашкварно їхати в Крим відпочивати, тобто це вважалось, типу, що це бред, це неправильно. Слушай, ну 100% да, было зашкварно, и многие люди и ездили на Майдан, и... Фанаты? Конечно. И самое смешное, реально, что... да? Ну, конечно. И самое смешное, что ездили на Майдан люди, которые потом... которые сейчас там воюют за Россию, понимаешь? Реально? Есть, конечно, есть такие. Все, кто там занимал в 2014 году вот эту позицию поддержки там, вот этой Новороссии там, да, и так далее, ну, это единицы какие-то, их особо не было слышно. Их никто особо не воспринимал всерьез. Все как бы поддерживали, конечно, когда Майдан начался. У всех были какие-то контакты, друзья в Украине всегда. Ну, все видели в этом, знаешь, какое-то проявление там справедливости, свободы, да, там народ как бы восстал против власти, от которой он устал. Народ вышел за что-то хорошее, да, и, ну, наверное, многие хотели этого и в Росії. Чому футбольні хулігани, футбольні фанати, як в Україні, це не зробили? Да? Ми з тобою говорили про те, що в Польщі футбольні хулігани мають дуже великий, я не знаю, як це, кримінальний світ, вплив на кримінальний світ. Так само в Сербії, там вони навіть вони стали футбольними агентами, навіть те, що я дізнавався, що вони, ну, теж дуже великий вплив в Росії. До якого рівня ці фанати дійшли? Ті, що мали суперструктури в плані якоїсь хуліганізму, да? Ну, дуже круті спортивна двіжуха, збита банда, але ну, до чого вони еволюціонували, будемо так говорити? Ну, на мой взгляд, они эволюционировали ровно до состояния ЧОПа. Ага. То есть вот частное охранное предприятие. Ага. Это вот прям... Потому что, мне кажется, невозможно назвать ни одну. Даже слово «банда» здесь, знаешь, очень страшно применять, потому что невозможно не найти ни одну банду в России крупную, в которой в составе не было бы ФСОшника какого-нибудь, ну, ФСБшника, да, там, мента, росгвардейца, еще какого-нибудь из структур, там, из АП президента, как вот мы знаем, помощника депутата, какого-нибудь районного депутата. То есть... Это же сам по себе бред. То есть у тебя банда, членом которой является там, рядовой полицейский. Пацаны просто мутили темки. Они пытались, я говорю, классика, собрать толпу и потом попробовать эту толпу монетизировать. Все.
Вот что есть, вот прикинь, давай просто возьмем в вакууме. Ты там 10 лет ходишь на футбол, дерешься, у тебя есть свой коллектив. Вот тебе наступает там 35. А у тебя за душой, ну, там работа какая-нибудь среднестатистическая. Но у тебя есть вот коллектив людей, которые тебе надо, которые ты можешь... Монетизовать. Да, просто пристроить. Ты спрашивал до этого про Малафеева. Вот в моей жизни, когда он появился, я вот о нем услышал. Это был, я не помню, кто из режиссеров снял такой фильм, художественный фильм, называется «Матильда». Смысл был в том, что там показывали любовницы последнего российского императора Николая II. Но так как Николай II был причислен к лику святых Русской Православной Церкви, почему-то футбольным хулиганам резко стало очень обидно за него. И на секторах каждого футбольного клуба на играх начали появляться баннеры против фильма «Матильда». То есть, ты понимаешь? То есть, и так как я знаю кухню чуть-чуть поглубже... То есть ты вважаєш, що Малафеєв, ти натякаєш на те, що... Да он просто дал людям денег, дал рулям определенным бабок, сказал, так, пацаны, надо вот такие тряпки повесить. Ну и пацаны начали вешать тряпки, кто-то из них там имел конфликты с другими пацанами, которые были против этого. И кто-то даже потом ушел из конторы из-за этого, но как бы... Слухай, ну оці, ти сказав рулі, що вони повідкривали собі бізнеси, да? Тобто окремі люди там могли мати ресторани, да? Там, за окремі акції вони могли зразу собі рестик відкрити десь в якомусь місті і нормально себе почувати, так? Да. Когда, ну, просто парни поняли, что сотрудничать выгоднее, чем не сотрудничать. Чем вот мутить какой-то бунт там, выступать и прочее. Гораздо проще. И Испаньол, и Сташисты — это вот просто логическое продолжение этого, и все. Чи був шанс, що російський навколофутбол міг би піти шляхом українського, да, і протистояти владі, казати голосно, що він думає, робити майдани і так далі? Чи була у вас така можливість? Чи ви просто потонули от навколо футболі і главарей потрошку почали хавати і потім уже всіх, в принципі, з'їли? Або хтось відійшов, або їх просто на свій бік забрали? Есть такая фраза «рыба гниет с головы». Ну вот менты правильно начали работать с главарями и обезглавливать тех, кто был против сотрудничества, и работая с теми, кто был за. Соответственно, те, кто был против, ушли. Для них был интересен там околофутбол, бизнес. Им поставили невыполнимые условия. А для тех, кто и так хотел работать, они работали с властью и до этого. Я считаю, что в 2014 году был такой поворотный момент после аннексии Крыма, когда там на «Спартаке» Вася Киллер вывесил баннеры ДНР, был создан совет лидеров фирм, и было принято решение, что околофутбол в России вне политики, что не нужно проводить какие-то там агитации, вывешивать баннеры ДНР, что здесь другая история, здесь это не пройдет. Вот если бы тогда фанатское сообщество поддержало Украину в этом вопросе, я считаю, что тогда бы они могли сохранить свою идентичность и противостоять режиму, а не полностью лечь під нього. Ти говориш, що фанатський рух поза політикою, да? Насправді ми ж розуміємо, що всі фанати, там більшість фанатів – патріоти, націоналісти, і трибуна завжди є майданчиком, де висловлюють думки з приводу різних ситуацій. Тобто всередині хтось підтримував Україну, хтось підтримував сепаратистів, да? І я розумію, що ви ось на цьому дуже сильно розкололися, да? Це розколов рух зсередини, правильно? А вам потрібно було виступати, казати свою точку зору. А ви прийняли таку роль, що давайте ми отморозимося, і не будемо взагалі в це лізти, тому що нам ще можуть по голові дати за це, правильно? Знаешь, не совсем так. Решили, да, ты правильно сказал, что решили отморозиться, но был такой нарратив, что война, она где-то идет там. Опять же, далеко, нас это не касается, и не нужно раскалывать коллективы там, из-за позиции по Донбассу. Кто как считает, тот как и считает. Да, были те люди, я помню, даже у нас в банде, которые после 2014 года ушли и сказали, мы не будем вообще принимать участие в околофутболе, который не высказался там, против аннексии Крыма. Мы не будем этого делать. И они ушли. И
живу своей жизнью, счастливо, наверное, до сих пор, не окунаюсь в это все говно. Ну а ти як вважаєш? Я ж пам'ятаю, що тоді в окремих ситуаціях і на секторі там Спартака могли «Слава Україні» там крикнути, і на віражі Зеніта теж там банери були «Слава Україні», на хокеї десь теж щось там, тобто якісь певні рухи в бік України були зроблені, так? Але я розумію, що вони дуже сильно пресікались, так? Да, все правильно ты сказал, пресекалось. Но замечу, что пресекалось как поддержка Украины, так и поддержка Донбасса. Решили быть аполитичными и не высказывать свою позицию. А то, что в коллективах почти на 100% была поддержка Украины, ну это факт. Просто, опять же, большинство отмолчалось, а меньшинство взяло вожжи в свои руки и начало толкать эту тему. Я скажу больше, даже сейчас в российских бандах околофутбольных большинство поддерживают Украину, но они сидят, молчат, а такие персонажи, которые там дают везде интервью, что они там повоевали на Востоке, что они там были в Вагнерах, в 106-й, в Испаньоле, что они там видели, чуть ли там, знаешь, не в «Звездных войнах» участвовали. Вот они свой рот открывают. Остальные сидят, молчат. Я хочу обратиться здесь к русским хулиганам. До сих пор, кто считает себя там правильным, честным человеком, ну, пресекайте это движение. Затыкайте этих уродов. Потому что по ним судят нас. Ну, их не большинство, их меньше. Нужно было задавить их как бы еще раньше. И тогда бы не было бы никаких там 106-х и Испаньол. Ну, я считаю, что это полностью наша вина тех, кто отмолчался. И поэтому это была еще одной причиной создать канал «Последний русский», чтобы рубить правду матку, чтобы писать правду, действительность, которой она является, а не жить в реалиях, там, знаешь, «Моя хата с краю». Я последнее, что слышал, прикольная тема, что когда был марш Пригожина на Москву, в этот прям день, в этот момент там парни в лесу пытались сделать тему. По-моему, она сорвалась, если честно, не помню точно. Но все равно это забавно. То есть прикинь, насколько там люди, да, вот у них ничего реально нет, кроме там около футбола в голове, что там, ну, просто марш этот Пригожин идет, там сейчас может Москва гореть будет, да, там через сутки, а они там стоят в лесу, думают, о, вообще бы подраться. То есть, ну, это вот опять описание, что многие люди, они, то есть, знаешь, они даже сейчас там нейтральные, им вообще до этой войны нет дела, да, и для них есть эта движуха, но у них ничего в жизни, кроме этой движухи, по сути, нет. И они все равно, даже понимая там, что что-то несправедливо, что кто-то там на ней деньги делает, что кто-то там, ну, как бы использует движуху, да, в своих интересах, они все равно в ней остаются, да. То есть я вот не мог уже оставаться после всего этого. Знаешь, что люди там реально против этого, да, и они приезжают там, стоят на трибуні, де там висять ці флаги Іспаньоли, ну це ж просто повна діч. Дуже часто вони збираються там всі на стадіоні в Маріуполі, да? Там відбуваються тусовки. Ти дивився, ні? Вони там повісили свої банера, такий розбитий стадіон цей, коротше, і воно все так, ну, дуже погано виглядає насправді. Еще до начала войны у нас был такой угар, как национал-куколдизм. Исключительно российский движ, российских ультраправых. Это когда ты можешь быть националистом исключительно в узко отведенном месте. То есть вот ты, например, можешь писать, что всех надо утопить в Днепре. А если поменять Днепр, например, на Терек, на чеченцев, то ты уезжаешь. Или, например, там можно, например, взять баннер и сказать, там, Киев русский город, да, и там пройтись по Москве с ним. Ну, наверное, с тобой ничего не будет. А если ты сделаешь баннер Грозный русский город, что, по сути, правда, так уже нельзя. И вот этот национал-куколдизм, мы над ним угорали. А ребята, короче, из Испаньола, они умудрились сделать такой фанатизм-куколдизм. То есть, когда ты можешь сжечь фаера, вешать баннеры на разбомбленном стадионе в Мариуполе, а в Москве тебя на футбол не пустят. Просто не пустят. А если даже и пустят, но фаера жечь ты там не сможешь. Ну, развесишь, может, там свою тряпку небольшую, если тебе эшники разрешат. Вот в этом весь угар, понимаешь? То есть вот на этой территории ты можешь быть футбольным хулиганом, петь кричалки, там, не знаю, говорить какие-то радикальные вещи, а когда возвращаешься в Большую Россию, нет, не можешь.
грустно. Для того, щоб потрапити на стадіон в РФ, вам потрібно мати не лише квиток, але й фан-ID. Це такий собі паспорт уболівальника, тобто всі ваші дані. Таким чином ви знаходитесь, як там говорять, на карандаші. Не всіх пускають на футбол, ну і багато хто просто бойкотує. Меня это удивило. ОФ News, знаешь такой канал? Телеграм-канал. Да, сербы в Германии зарядили Путин, заряд Путин, и они выложили у себя с гордостью. То есть, если в 2018 году зарядить на секторе Владимир Путин, то тебе тут же отобьют будку в России. Тебя просто бы съели на этом секторе. А сейчас это уже гордость, понимаешь? Уже... Ты посмотри, как риторика меняется. То есть, если даже в начале войны те же самые там все вот эти околоправые писали о том, что мы воюем не за Володю, мы воюем за русских, за русскую землю, за Россию. А сейчас уже товарищ главнокомандующий. Мы с уважением относимся к товарищу главнокомандующему. То есть, ну, это же все тоже вот постепенное, знаешь, сколько там, 5 или 6 шагов. Отрицание, принятие. Вот сейчас принятие. Мене насправді дуже сильно розчарували чуваки з 2517. Вони дуже часто приїжджали в Київ, виступали концерти, були адекватні, нібито до всіх подій. В 2014 році вони навіть окремий там куплет у них пісня про Майдан була, за яку я знаю, що їх потім прибивали. І тут я бачу, що ці чуваки на старті війни, вони випускають трек, де дають зрозуміти, що вони не підтримують цю історію. Да? Публічно кажуть, що ми там, де прапори якісь політичні, ми туди не включаємося. І тут вони теж приїжджають в Маріуполь, там на гітарки грають, співають, і у них вже все кардинально міняється. Як тобі їхня трансформація, тому що, думаю, ти теж їх знаєш? Это типичные пассажиры, которые за все хорошее против всего плохого. Понимаешь? У них нет никакой позиции, никогда ее не было. Финансы, чисто бабки? Да ну, где-то финансы, где-то бабки, где-то, знаешь... Да, нет, ну просто такая жизненная позиция. То есть, такие, знаешь, всю жизнь посерединке. Когда началась их карьера, они кроме праворадикалов и футбольных фанатов нахуй никому не были нужны. То есть там ты приходишь в зал концертный, а там вот то же самое, что, не знаю, на концерте группы «Калаврат». Одни и те же люди. То есть они какой-то там другой среде, субкультуре, они не нужны были никогда. Потом они становятся там чуть популярнее. Причем это долго очень тянулось, наверное, года 4. И потом он в каждом интервью просто говорит, я там не поддерживаю никакие идеи, я вообще против тому, что ко мне такие люди приходили на концерты. Ну что об этом человеке можно говорить? Если раньше ты там, будь белым, там вот эти, понимаешь, вот эти все заигрывания, ты никогда не говорил ничего в открытую, ты никогда не говорил ни о никаких идеях, но ты всегда вот, ну такой с намеком, понял? Ну типа свой пацаны, там, подмигнуть там, типа, ну там вот это вот. А и тут, когда стали чуть попопулярнее, естественно, стали такие, что типа, ну не, типа нам это не надо, мы против всех идей, мы против радикализма, мы против вот этих, мы против вот этих. Поэтому ничего удивительного, что они, ну не знаю, наверное, в следующий раз в Лужники поедут, там на какой-нибудь День России выступать, может еще что-нибудь, классика. Там между Газмановым и еще кем-нибудь, там, Шаманом. Нещодавно на каналі «Последній русський» в тебе був пост про фаната Воронежа, так, який був командиром, і він керував зеками, так, в російській армії. І отримав під ребро від зеків з ножа. Мені цікаво, як ти сприйняв цю історію, саме от, що для тебе це означало, чому ти акцент на це поставив, і звідки ти взяв взагалі відео, тому що в тебе відео там пряме, як його намагаються врятувати. Это бывший лидер «Метеора». Банда такая была, за Воронеж они дрались. Он еще до начала полномасштабной войны служил по контракту. Видимо, дослужился до офицера, скорее всего, до лейтенанта, раз ему дали в подчинение взвод. Порезали зэки его, бывшие вагнеровцы. Просто сейчас как в России? Те, кто были зачьем, вот это Шторм Z, Вагнеры, их перекинули всех в Министерство обороны, как бы. И вот эти контрактники, офицеры, службисты армейские, они вынуждены работать с этим сбродом и слова не могут им сказать. Ну, как бы это реалии российской жизни. Че, бухали зэки? Завалился Кирилл туда. Начал на них ругаться. Пришел командир роты, а зэки начали просто резать их в старых традициях тюремных.
И кто-то там появился, кто их спас. Расстреляли этих зэков, Кириллова смертельно ранили. Ну, откачали его, скинули видео мне, его же сослуживцы. Очень много кидают информации, как мне лично, так в боты последнего русского. Прям. І розписують, що, як, почему. Очень много несогласних людей, очень много. Чому в Росії неможливо таке зробити? Тому що все зачищено чи що? Чи ми от багато говорили з тобою про футбольних хуліганів, да? Чому вони не могли в свій час так включитися і такий двіж зробити? Ну, сейчас уже слишком поздно. Момент последний, наверное, лет 5-7 потерян. А случилось это благодаря российской оппозиции политической, либеральной, которая всегда настаивала на мирном, как... Они до сих пор настаивают, это жуткая чушь. Я когда каждый раз вижу, у меня каждый раз сгорает, когда там, знаешь, Максим Кац на полном серьезе говорит, что можно у Путина выиграть выборы. Вот если ты скажешь своим друзьям, чтобы они не голосовали за Путина, а твои друзья скажут другим друзьям, и никто не проголосует за Путина. То есть человек в 2024 году на полном серьезе это говорит. На полном серьезе. То есть и первый раз я вышел на митинг в 2008 году, как сейчас помню. Это был 1 мая 2008 года. И потом я участвовал там во всех санкционированных акциях. Вплоть, наверное, до 2020-го. Потом, вот последний раз, где я был, это был выборы Лукашенко, и был такой там небольшое у белорусского посольства. И самый разгар, это был 2012 год. Это, наверное, был самый пик. Болотное, да? Это Болотка, Сахарова. У нас туда приходил такой большой костяк заряженных парней, готовых, никем не проплаченных, никакой организации, без денег Госдепа. Но мы настолько наелись этой власти, мы настолько видели, что с каждым годом становится все хуже и хуже и хуже и хуже, что мы были готовы к вот этому бунту. И оппозиция постоянно продвигала вот этот нарратив про перевыборы. Нам не нужна революция, нам нужны перевыборы, нам нужно... мы не хотим проливать кровь, мы хотим честных и свободных выборов в России. И это же такая глупость. То есть на тот момент это уже было понятно, что это невозможно. А потом просто с каждым годом становилось хуже. Принимались законы, менялась законодательная база. Под эти законы загоняли вначале правых, потом левых, потом и до либералов докатилось. И сейчас там, ну, ты сам знаешь историю Навального. Не получилось отравить, сгноили в тюрьме. Чем вот веселили митинги Навального, и от чего у меня там адски горело, это когда, знаешь, он стоит на трибуне, такой: мы власть, никто ничего нам не сможет сделать. Но в 4 часа мы расходимся, потому что митинг до 4 согласован. Ну, то есть, там, мы ставим ультиматум власти, но вот до 4. После 4 по домам, завтра на работу. Вот это одна із тих вещей, которые... Ну і так же само, скільки відосів, коли людей там витягують, а всі інші просто дивляться, да, і спостерігають, і кажуть, що там кричали. Вот смотри, это было до 2000, до вот дела о Болотном, еще люди пытались как-то, знаешь, оттянуть, вступить в какую-то силовую конфронтацию, типа вытянуть своего хотя бы. А после того, как вот осудили ребят за метание бумажного стаканчика в полицейского, и человек получил реальный срок, и получил там, да, метание бумажного стаканчика с водой, полицейский получил там моральные какие-то страдания и какую-то травму. Причем, что он был в забрале, забрало у него было. И человеку дали реальный срок. И это тоже вот такой, знаешь, переломный момент. Такие, да? Да, переломный момент, после которого какая-либо конфронтация, она приводила сразу к уголовным срокам. То есть именно, вот, значит, тактильная. И люди просто, то есть, знаешь, там менты выхватывают кого-нибудь из толпы, и вот собирается там 20 фотографов с вот этими мыльницами огромными, со вспышками, потому что у каждого свой блог, и каждому нужен контент. И 30 человек, которые стоят полукругом: позор, позор, понимаешь? Ну, вот так это все и происходило. И, собственно, это была причина, из-за которой я перестал ходить впоследствии, потому что людей становилось все меньше, акции становились все более беззубые. И это вообще утратило хоть какой-то смысл. То есть никакого гражданского неповиновения там не было. Просто, знаешь, вот овцы приходили за очередной порцией насилия в свою сторону, і все. Великий хайп був навколо Липецької фабрики нашого колишнього президента.
Чи там вона працює взагалі? Тебе як людина, яка з Липецка, я хочу запитати, чи Рошен працював в Липецку? Да, до полномасштабной точно. Сейчас не знаю, может быть, сменили название, может быть, еще что-то. Но до полномасштабки, да. Прям Рошен. Да, прям Рошен. Там даже были какие-то местные активисты, ходили там, типа, с тряпками, что типа... Рошен? Да, что типа... що проти Рошена? Да, против Рошена. Типа, що Петро Ну, типа, Порошенко, как, АТО, антитерористична операція, да? Да. Ну, а люди працювали на Рошені, Да, місцеві, да, нормально, работали, цукерочки ти теж Да. їв, да? Нет. Чого, ти принципово? Не ел, просто не люблю. Просто сладкое, равнодушен к сладкому. Ну, коротше, да, такі да, якісь, работал. ну, взагалі, я не розумію, як це працює. Рошен в Росії. Да как? Кадило крутится, лавеха мутится. Как... Слухай, але в той же час ти мені говорив, що знаходилися люди, які з Липецка намагалися прорватися в ЗСУ, да? Зараз. Да, это известная история, прям буквально вот нескольких дней. Это два сына местного батюшки из церкви. Их осудили, дали им по 17 лет, если не ошибаюсь, приговор, кстати, вчера был. Запросили по 18, по 19 лет, дали по 17. Самый гуманный суд в мире. И там формулировка за желание вступить в террористическую организацию. ВСУ. Да, ЗСУ. Да. Ага. То есть, А за вбивство скільки дають в Росії? ну вот СВОшник, кажется, из ЧВК «Вагнер» недавно кореша зарезал, ему 9 дали. Ага. Ми бачили графіті в російських містах в підтримку РДК і 3-ї ОШБ. Я, чесно кажучи, зварився, коли побачив, що в Москві таке може бути, але насправді що може бути людям за такі моменти, так? Слушай, я не знаю, какой уровень героизма и отмороженности у этих ребят, но это безумные сроки. Это сроки, террористическая организация, 100% найдут какие-нибудь связи, не связи, желание вступить, не вступить, там напишут, что им прислали деньги из Украины для создания этих граффити или еще что-нибудь. И да, это сломанная жизнь, да. Но, видишь, это очередной раз показывает, что есть в России люди с альтернативным мнением, есть люди, кто не кто не поддерживает всю эту бойню, не поддерживает уничтожение русских и украинских людей. Прежде всего українських, звісно. Це інтерв'ю записуємо під час чемпіонату Європи в Німеччині. Зустріли унікума, який вже більше 20 років живе в Європі. Вас не Путин, скажите спасибо Америке. Подожди, еще дадут 800, еще до Москвы дойдет. Так это ж хорошо. Ну, а потом только, потом? только будет война. Ага. А сейчас еще пока играются, так чуть-чуть. Если бы не давали по оружию, уже давно кончилось. Так а почему, что значит оружие, если нас идут убивать? То есть война может закончиться, Украину убьют, нет, война закончится. Я правильно, ваша логика такая, я правильно почему понимаю? должны убить Украину? А как? Они идут, послушайте, они были, подожди. Да. Которых освободили, как говорится, вот это вот, да, почему-то тех не убивают. Там строят, все делается. Где? Как где? Вы что? Вы да, посмотрите, давайте откроем видео. Да, вот он. Мариуполь, Угледар, посмотрим, Марьинка, Бахмут. 150 человек, детей, купались, они что, их убили? Просто так, вы что? Повне відео розриву дивіться в мене в телеграм-каналі. Лінк в описі. Дуже часто я чую аргумент від якихось росіян про те, що, мовляв, Путін зробив Росію сильною. Ось нас не поважали всі ці роки там при Єльцині, мовляв, а зараз от ми покажемо, ми Росія. Що ти можеш на це відповісти? Чи ти згоден з цим аргументом, що Путін зробив Росію сильною? Слушай, ну, а что вопрос в том, что такое сильное? То есть сильное — это лезть в чужую страну, да, там, соседнюю, там, угрожать им ядерным оружием, бомбить там города соседней страны и так далее. Ну, если это сильное, то да, для меня она была бы сильной, если бы там была сильная экономика, если бы сама страна развивалась, если бы там, ну вот я еще раз говорю, там, да, мы не берем Москву, Питер, окей, там нормальная жизнь, но мы там возьмем, ну, любые регионы, да, ну там просто ужас, сколько денег можно было бы в эти регионы вбахать, вот там вот сделайте там сильную Россию, постройте там хорошие дороги, дома отремонтируйте, там школы, детские сады там, и так далее. То есть вместо того, чтобы ломать что-то в чужой стране и гордиться этим, там, показывать, что мы такие сильные, ну, я считаю, лучше бы свою страну в порядок приводили, и это реально была бы сила. И
Это знаешь, как вот сделай такую жизнь, там, как где-нибудь в Майами, да, там, или в Швейцарии. Может, Украина там сама бы захотела, там, грубо говоря, присоединиться, увидев, да, такую жизнь. Но, а что сейчас Россия может там Украине предложить, грубо говоря? Вот они просто хотят захватить страну. Ну и что они в нее несут, ты понимаешь? Вот сейчас Россия — это реально концлагерь, это пытки, да, где людей там вывозят в подвалы, пытают током, там, где, ну, все знают прекрасно, что там в тюрьмах, в зонах творится, да, там. Что там, ты не видел видео, где там швабры в жопу осужденным засовывали? Там просто ненормальные какие-то издевательства, которые нормальный человек даже не додумывается до такого. Ну как можно засунуть кому-то швабру в жопу? И то есть, ну вот что они несут сейчас в Украину? Вот эти вот швабры в жопу, да, вот эти пытки, издевательства. То есть нічого ж хорошого-то они не принесут. Що б ти хотів сказати зараз українському народу? В первую очередь хочу передать слова соболезнования семьям погибших парней от рук этих орков, которых замучили в подвалах, которые умерли от этих обстрелов ракет. Ну, действительно, по-человечески жалко этих людей. Но не думайте, что все в России поддерживают там русский мир и путинский режим. Это не так. В России очень много людей, не согласных с этим. Но они сидят, боятся, молчат, потому что в России очень суровые наказания. В России сломать человека легче, чем, знаешь, сказать слово «полениться» для украинца. Многих людей, да, нет вины в том, что сейчас происходит, именно русских, потому что они максимально против этого. Они никогда не голосовали за Путина, там, он не спрашивал их, хотим ли мы, там, чтобы эта война началась или нет. Да. По сути, большинство людей там, это просто обыватели, которые там, живут своей жизнью, хотят, чтобы их никто не трогал и так далее. Поэтому надеюсь, что когда-нибудь там люди поймут, что, по крайней мере, не все конченые, скажем так. Мамардашвили был такой советский философ. Он сказал, что истина дороже Родины. Вот здесь я его поддерживаю, здесь я с ним полностью согласен. Очень тяжело. Я понимаю, сколько хороших действительно русских людей живет в России, и что они сейчас вынуждены вот идти на какие-то, знаешь, там сделки с совестью просто вот для выживания, для собственного выживания. И то, что я вижу, те преступления, которые это военные преступления, вот нет какого-то другого, знаешь, названия. Когда там бомбят мирные города, когда похищают детей, когда пытают, допрашивают, убивают, калечат. Преступления, за эти преступления, ну, должны быть люди осуждены, должны платиться репарации. В том числе и от меня тоже, как от гражданина Российской Федерации, который не смог ничего противопоставить, не смог это там остановить или помешать этому. Угу. Тобто ти відчуваєш свою відповідальність, що ви допустили до того, що ви зараз нічого не можете зробити, що ти поїхав з країни там, і так далі? Да? Да, это наша вина, это наша общая вина. Как граждан Российской Федерации. Потому что наша страна такая же молодая, как и Украина. Нам 30 там, с небольшим лет. И мы опять вот исторически свернули не туда. То есть у нас был вот этот момент 90-е, 2000-е, мы опять выбрали какого-то вот, допустили ГБшника, который опять завернул нашу страну в такой совок. Капиталистический совок. Даже не капиталистический, я даже не знаю, как это назвать. Геронтократия. Поэтому это все очень грустно. Друзі, чекаю на ваші коментарі і думки після перегляду цього відео і обов'язково буду читати. В Англії багато років вважають, що побороли явище футбольного насилля. Мовляв, ця тема закрита. Однак нещодавно поліція заявила, що саме футбольні хулігани були ключовими в одній вуличній акції. Основне, що я почув сьогодні, що є величезна група російських футбольних фанатів, які не підтримують війну в Україні і просто мовчать. Як думаєте, чи скажуть вони своє слово у вирішальний момент? Чи все ж таки футбол поза політикою? Коти чи собаки? Собаки. Російський народ здатен до протесту? Сейчас нет. Що буде, коли помре Путін? Ой, я скуплю все шампанское в супермаркете ближайшем. Улюблений фільм? «Храброе сердце».
Найсильніший футбольний хуліган світу. Ой, я не знаю. Ну, точно не я. Твоя улюблена бійка. Это Бильбао, потому что вместе с поляками выступили именно против людей, которые были не очень хорошей ориентации, если ты понимаешь, о чем я говорю, да? Мы подошли к бару, где эти баски местные сидели. Они расставили какие-то как фейерверки, все это взрывалось. Я прям вот так закрыл лицо руками, то есть все это взрывается, летит тебе в лицо, там у кого-то какие-то огромные дубинки, ножи сверкают. Найважчий опонент футбольний. Ну, Ярославка, определенно. Чим завершиться війна в Україні? Победой Украины, смертью Путина и уничтожением путинского режима. Ну, это на что мы надеемся. Чим ти будеш займатися після завершення війни? Ой, я не знаю. Главное дожить еще до этого. Дякую тобі дуже.